Call of Chernobyl by Stason 174. Глобальная сборка на платформе Call of Chernobyl. Версия 1.4.22. Состоящая из локаций всех трех частей Stalker. Наряду с неограниченными рамками сюжетной истории, возможность перемещения главного героя в режиме фриплея. В состав модификаций включены два варианта прохождения. Это режим истории «Одна жизнь» и режим зомби-выживания Азазель, подразумевающий жизнь после смерти за рандомного персонажа. Благодаря данной сборке многие каналы по Stalker в свое время неплохо поднялись на ней. Многим сборка принесла популярность, а стримы по ней собирали по 100, а то и по 1000 онлайна. Но сейчас вы практически не найдете человека, который играет в данную сборку. Обновление было больше года, разработчик пропал, аудитория в 100 с лишним тысяч человек была оставлена. А ведь помните, как в нее играли? Играли и с удовольствием проводили в ней время. Ах да, меня зовут Бесницкий, и сегодня я хотел бы вспомнить ушедшую легенду. Сборка на Call of Chernobyl от Стасона. Какой она была и что с ней сейчас. Не забудь кликнуть по кнопке подписки, колокольчика и лайка. Приятного просмотра. В 2017-2018 году абсолютно каждый играл в данную сборку, приходя с учебы или с работы. Вы все прекрасно помните те моменты, когда вы находили ранее неизвестные артефакты в аномальных зонах. А вы помните, как вы пищали от радости, когда купили навороченный бронежилет, а когда приобрели новый ствол, а когда заработали свой первый миллион и пришли к исполнителю желаний. Конечно, помните, и многие даже пустят слезу, а олды точно. Благодаря огромному количеству предметов, единиц брони и вооружения, этим разработчики привлекали внимание к своему творению. Сборка развивалась, разработчики добавляли что-то новое, интересное, соединяли локации, добавляли новые, изменяли старые. В сборке было и есть много чего, и поэтому не была скучной. А тут еще и в лаунчере более сотни модификаций правок. Каждый мог настроить игру под себя, что очень нравилось игрокам. Но под конец 2018 года на замену Стасона пришла сборка DTR. DTR – глобальная модификация к сталкеру на платформе Call of Chernobyl, затрагивающая все аспекты игры, начиная с графики, звукового сопровождения и спецэффектов, заканчивая геймплейными нововведениями и работой над искусственным интеллектом. DTR развивает идеи, зародившиеся еще в предыдущем проекте автора Call of Misery. Первостепенное внимание уделено развитию потенциала платформы, комплексности игрового процесса, вниманию к деталям, работе над количеством и качеством контента. Помню тот момент, когда DTR своей атмосферой стал переманивать игроков Стасона к себе. Помню, как многие ждали ОБТ этого чуда, и на ОБТ мы все же насладились этой неповторимой атмосферой. Мы увидели, какую работу разработчики провели над шейдерами, освещениями, локациями, да и в целом над модом. А режим «Последний выживший» многие полюбили с первого взгляда. Поговаривают, что многие еще там находятся, в этом режиме. Ведь в нем зона приобретает новые краски. А идя по безлюдным локациям, мурашки по коже бегают, как дикие псы. Последний выживший записывал абсолютно каждый ютубер по сталкеру. Многие стримили его. DTR смог удивить абсолютно всех. Конечно, многие забыли про Стасона, потому что DTR только набирал обороты, но Стасон еще жил, в него продолжали играть, правда уже меньше, чем обычно. Позже стала мелькать сборка Anomaly, которая тоже базировалась на платформе Call of Chernobyl. Помню, внимания было к ней мало, но разработчики стали заявлять о себе. Anomaly росла в геометрической прогрессии, и сейчас это полноценный мод со своей механикой и атмосферой. Два великана, DTR и Anomaly, переманили аудиторию Стасона к себе. А сейчас, в 2020 году, покажите мне человека, который играет, снимает, стримит сборку Стасона. Их не найти, а если такие имеются, то их единицы. Режимы игры, которые были в Стасоне, многим просто наскучили. Хотите острых ощущений или, может быть, узнать, какой из вас выживальщик? Тогда вам прямиком в DTR в режим «Последний выживший». А если установить мое дополнение Anomaly Location Pack для DTR, то играть станет еще интереснее. Кстати, ссылка на ролик об этом появился только что у вас в подсказке. Ну а если хотите устроить войну группировок в зоне, тогда заходи в Anomaly и играй, потому что там она сделана куда лучше, чем в той же сборке Стасона.
Это все можно описать так. Про Стасона все забыли, потому что ДТР и Аномали захватили сердца игроков. На сборку Стасона давно не было обновлений, а сборку 6.05 олды ждут как Stalker 2. А если даже разработчики выкатят обновление, то вряд ли в него будут играть, а группа превратилась в пиар-компанию, и каждый пост рекламный. Давайте поблагодарим разработчиков сборки Стасона за прекрасно проведенное время. Но в 2К20 царят ДТР и Аномали. Ушедшая легенда уже не сможет удивить. Ее время ушло. Ребят, вот такой ролик получился. Я почему-то внезапно вспомнил о сборке Стасона и решил сделать видео. Если тебе понравился ролик, то не забудь оценить его лайком и, пожалуйста, подпишись на канал. Тебе не трудно, а мне приятно. Меня зовут Бесницкий. Вступай в группу канала во ВКонтакте, подписывайся на канал и оценивай мои другие, не менее интересные видео. Еще увидимся. Пока.